Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по самым необычным островам нашей планеты. Каждый из них – это не просто кусочек суши, окруженный водой, а настоящая сокровищница загадок, уникальных экосистем и удивительных историй. От островов, на которых обитают редкие и опасные виды животных, до тех, что стали домом для необычных культур и традиций. Каждый из них способен удивить даже самых искушенных путешественников. В этом видео мы расскажем вам об островах, на которых нет ни одного жителя, но которые полны жизни. Островах, покрытых тысячелетними льдами, где время будто остановилось, а также тех островах, что были созданы руками человека и стали настоящими чудесами инженерной мысли. Вы готовы окунуться в мир, полный загадок и приключений, но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь давайте вместе исследовать эти удивительные острова. Пальма-Джумейра, Объединенные Арабские Эмираты. Рукотворный архипелаг Пальма-Джумейра – это настоящее чудо современной архитектуры, не похожее ни на один остров в мире. Он находится в Персидском заливе вблизи побережья Эмирата Дубай. Строительство острова было начато в июне 2001 года, а уже в 2007 году на Пальму-Джумейру прибыли первые жильцы. Искусственный остров выполнен в виде огромного пальмового дерева, ствола и 16 симметрично расположенных по обе стороны от него ветвей. Широкая часть ствола является главной общественной зоной. Здесь расположены торговые центры, отели, рестораны, парки. Она соединена с материком 300-метровым мостом. Второй мост ведет на узкую часть ствола, откуда расходятся пальмовые ветви. На них расположены частные виллы и апартаменты. Чтобы защитить остров от разрушительной силы воды, его окружили специальным волнорезом в виде полумесяца. Полумесяц связан с верхушкой пальмы подводным туннелем, а сверху по полумесяцу проходит 11-километровая набережная и размещены самые фешенебельные отели. Остров Сурцей, Исландия. Это остров вулканического происхождения, расположенный в 32 километрах от южного побережья Исландии и по совместительству самая южная точка страны. Сурцей – один из самых молодых островов в мире, с возрастом чуть более 50 лет. Он образовался в 1963 году в результате извержения подводного вулкана. Остров назвали в честь Суртура, бога огня из норвежской мифологии. Образованный из лавы остров сразу же привлек внимание ученых. Они поняли, что этот клочок земли является отличным местом для изучения процесса зарождения жизни. Ведь после образования большинство островов являются полностью необитаемыми. Растения, звери и все остальное появляется на них лишь со временем. Для того, чтобы позволить природе развиваться без воздействия человека, было принято решение о полной изоляции острова. В настоящее время остров Сурцей активно заселяется различными растениями и птицами, которые спокойно чувствуют себя там ввиду отсутствия людей и каких-либо хищников. Остров Буве, Норвегия. Остров Буве по праву можно назвать самым изолированным и холодным местом на планете. Этот сравнительно небольшой необитаемый остров расположен в южной части Атлантического океана. От побережья Антарктиды его отделяют 1700 километров, а от Южной Африки – 2500. Площадь острова всего 49 квадратных километров. Практически 90% всей его поверхности покрыта толстым слоем льда. Здесь постоянно дуют сильные ветра и периодически бушуют шторма с волнами, достигающими высоты шестиэтажного здания. Даже самым жарким летним днем температура воздуха в этом малогостеприимном месте прогревается до плюс 1 градуса Цельсия. Неудивительно, что люди тут не живут. Суровый климат и ледники не способствуют и бурному развитию растительности на острове. В основном здесь можно встретить мхи и лишайники, да и то в тех местах, которые свободны ото льда. Остров получил название в честь своего первооткрывателя, французского мореплавателя Жана Батиста Буве де Лазье, обнаружившего остров 1 января 1739 года. Сегодня Буве является зависимой территорией Норвегии. Остров был присоединен к Норвегии королевским указом 27 февраля 1930 года.
Остров в острове с островом внутри острова. Звучит странно, не так ли? Но сейчас вы все поймете. Если считать от большего к меньшему, то в самом центре Лусона, крупнейшего острова филиппинского архипелага, есть пресноводное озеро. Оно заполняет большую вулканическую кальдеру Тааль, образованную большим извержением примерно 100-500 тысяч лет назад. Посреди этого озера возвышается одноименный остров, представляющий собой остатки кратера вулкана. Поскольку середина у него впалая, она тоже заполнилась водой, и уже в этом кратерном водоеме образовался крошечный островок третьего порядка под названием Вулкан-Пойнт. Этот маленький остров является самым большим островом внутри озера, расположенным на острове в озере, находящемся на острове. Сейчас воды в кратерном озере уже нет. Ее выпарило извержение 2020 года. Однако, благодаря своему уникальному расположению, остров Вулкан-Пойнт на самом деле привлекает большое количество туристов и неплохо пополняет казну Филиппин. Гренландия. Гренландия – самый большой остров на планете Земля. Его площадь составляет более 2 миллионов квадратных километров. Гренландия расположена на северо-востоке Северной Америки, а потому с точки зрения физической географии относится к ней. Однако политически остров относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноименную административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства. Все бы ничего, но площадь этой административной единицы в 50 раз превышает размеры территории королевства. 90% населения Гренландии – это инуиты или гренландские эскимосы, проживающие на узких прибрежных полосках, свободных от ледника. На острове постоянно проживает около 57 тысяч человек, и практически все они разговаривают на гренландском языке. Остров омывается Атлантическим и Северным ледовитым океанами. Более 80% всей площади Гренландии покрыта слоем льда. Его средняя толщина составляет 1,6 километра, максимальная более 3 километров. Любопытно, что самая северная часть острова, земля Пири, не имеет ледяного покрова. Воздух здесь настолько сухой, что снега практически не бывает. Остров Кафеклубен, Гренландия. Долгое время считалось, что самым близким к Северному полюсу островом является Гренландия. Однако в далеком 1900 году известный полярный исследователь Роберт Пири опровергнул это утверждение, когда нашел крошечный островок Кафеклубен. Маленький остров расположен в Северном Ледовитом океане, в 707 километрах от Северного полюса, близ северного побережья Гренландии. Кафеклубен представляет собой узкую полоску суши длиной около 700 метров. Максимальная высота около 30 метров над уровнем моря. На острове находится одноименное пресное озеро, являющееся самым северным пресноводным водоемом на Земле. Оно образовалось примерно 3500 лет назад, когда отступающий ледник формировал рельеф равнинного побережья Гренландии. Кафеклубен представляет собой практически полярную пустыню. Впервые на остров вступила нога человека в 1921 году, когда ее посетил датский исследователь Лауге Кох. Однако он остается необитаем, там не живут люди. Тем не менее, на Кафеклубене есть жизнь. Здесь растут мохообразные мхи или лишайники, как минимум 2 вида цветковых растений, а в пресноводном озере обитают микроскопические водоросли. Остров Бишоп-Рок, Великобритания. Самый крошечный остров на планете, где есть постройки. Именно так Бишоп-Рок занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Впрочем, постройки – это чересчур громко сказано. Ведь единственное здание на острове – это маяк, целиком занимающий всю его площадь. Со стороны даже кажется, что башня маяка вырастает прямо из воды и выглядит в этом пейзаже как что-то инородное, которое вот-вот будет разрушено стихией. Но нет, маяк на Бишоп-Рок стоит здесь с середины 19 века и исправно выполняет свою функцию. Зачем же был нужен маяк на этом клочке земли? Здание решили построить из-за многочисленных кораблекрушений, которые происходили из-за слишком сильных штормов в этой местности. Так, в 1707 году вблизи Бишоп-Рока целиком затонула военная эскадра, разбившись о скалы во время шторма, и погибло 2000 моряков. Строительство маяка было завершено 1 сентября 1858 года. В настоящий момент самый маленький остров в мире, и его здание может принять до 4 посетителей, у которых есть все необходимое, чтобы оставаться на острове в течение 3 недель. Остров Хауленд, США.
Необитаемый коралловый остров площадью 1,62 квадратных километра расположен в очень отдаленной части Тихого океана, почти на полпути между Гавайями и Австралией. Остров Хауленд принадлежит США, но юридически не является частью территории штатов. Он имеет вытянутую форму, окруженную коралловым рифом. Остров полностью покрыт травой, стелющимися ползучими растениями и низкорастущими кустарниками. В центре растут невысокие деревья. В 1936 году на остров прибыло несколько добровольных колонистов из США, которые основали поселение Итаска-таун. 8 декабря 1941 года японские бомбардировщики сбросили бомбы на поселение, а через 2 дня японская подводная лодка обстреляла Итаска-таун. Все постройки превратились в руины. Также с этим островом связано исчезновение легендарной американской летчицы Амелии Эрхарт. 2 июля 1937 года Эрхарт вылетела в направлении Хауленда с целью дозаправки, после чего ее самолет пропал. На данный момент на острове нет людей. Доступ сюда возможен только по специальному разрешению и в основном для ученых. Фиджи, Австралия и Океания. Фиджи — это 332 тихоокеанских острова, расположенные в южном полушарии между Новой Зеландией и Гавайями. Из них обитаемыми являются только 110, остальные сохраняют прелесть и красоту нетронутой природы. Но Фиджи — это не просто острова, это страна, раскинувшаяся на архипелаге. Группы островов сосредоточены вокруг внутреннего моря Коро, расположенного в южной части Тихого океана, и образуют собой подкову. Такая необычная форма – следствие того, что большинство островов вулканического происхождения. Острова Фиджи являются сущим тропическим раем. Ясные голубые озера, нетронутые реки и горы, покрытые зеленым лесом и, конечно же, бескрайний океан. Хотя развитие коснулось этого места, большая часть ландшафта во многих областях заметно не изменилась. Наиболее населенные острова – Вити-Леву и Вануа-Леву, на первом из которых находится столица Сува. Они оба горные и покрыты тропическим лесом. На Вити-Леву концентрируется примерно 2/3 населения, а в сочетании с Вануа-Леву эти два острова составляют более 80% населения страны. Остров Кеймада-Гранди расположен в Атлантическом океане в 35 километрах от побережья Бразилии. Остров имеет вытянутую с севера на юг форму. Его длина от 1,67 километров, а ширина до 600 метров, а общая площадь около 0,43 километров квадратных. Чуть больше половины острова покрыто лесами. Остальные районы представляют собой скалистые бесплодные территории. Бразильский остров Кеймада-Гранди мог бы стать отличным курортом, если бы не одно большое «но». Этот остров – ваш самый страшный кошмар, ведь его населяют тысячи ядовитых змей. Именно поэтому его называют Змеиный остров. Здесь обитает одна из опаснейших змей мира – островной ботрапс. Яд островного ботрапса вызывает быстрое омертвение тканей, острую почечную недостаточность, мозговые кровотечения и еще ряд малоприятных и болезненных последствий. Однако вид является крайне редким, а потому находится под защитой государства. И власти Бразилии запрещают посещение острова. На этом, друзья, мы завершаем наше путешествие по самым необычным островам планеты. Спасибо вам за просмотр и не забудьте поделиться в комментариях, на какой из этих островов вы бы были не прочь отправиться на поиски приключений.